Привет! На связи Волкова Екатерина. Добро пожаловать в мой новый курс по программе AutoCAD для начинающих. Вместе, шаг за шагом, освоим все важные навыки. Этот урок мы посвятим интерфейсу программы AutoCAD. При запуске AutoCAD впервые, то, скорее всего, вы увидите вкладку под названием «Начало». Если же вы уже пользовались программой, скорее всего, она откроет новый пустой чертеж. Давайте откроем новый чертеж. Чтобы создать новый файл, нужно нажать на кнопку с плюсом, которая находится справа от вкладки «Начало». Это откроет пустой чертеж. Нажимаем на плюс левой кнопкой мыши один раз. Номера чертежей зависят от того, сколько раз вы уже создавали документы. У меня, например, есть чертежи с номерами 42, 43, 44 и так далее. Можно переключаться между ними в любое время нажатием левой кнопки мыши один раз. Также мы можем закрыть лишние чертежи нажатием на крестик левой кнопки мыши. Теперь посмотрим на интерфейс программы. В левом верхнем углу есть панель быстрого доступа. На ней находятся самые часто используемые команды: создать, открыть, сохранить, сохранить как и другие. Если навести на кнопку курсор, появится подсказка, которая расскажет, за что отвечает эта команда. Вы можете добавить новые команды на панель быстрого доступа. Для этого нажмите левой кнопкой мыши на маленькую стрелку справа и выберите нужные инструменты из списка, так, чтобы рядом с ними стояла галочка, как вот в этих командах. Что чуть ниже находится лента с разными вкладками. Сейчас мы находимся на вкладке «Главное», где собраны основные инструменты. Нажав на вкладку «Вставка» левой кнопкой мыши один раз или «Аннотация», вы увидите другие наборы команд. Чаще всего работать мы будем на вкладке «Главное», где есть панели для рисования, редактирования и оформления чертежей. С ними мы познакомимся подробнее в следующих уроках. Чтобы выбрать нужный чертеж для работы, кликните по его вкладке. Я сейчас работаю с чертежом 42. Кликнуть нужно на него один раз левой кнопкой мыши. Большая область – это наше рабочее пространство, которое обычно называют поле чертежа. Под ним расположена командная строка. Очень полезный помощник, который подсказывает, что делать дальше. Например, чтобы нарисовать отрезок, выберите на панели рисования отрезок, нажав на него один раз левой кнопкой мыши. Переходим на поле чертежа. В нужную точку, в нашем случае в любое место поля чертежа, кликаем левой кнопкой мыши один раз. Появилась линия. Теперь второй раз кликаем в любом месте и появился отрезок. Чтобы закончить команду, нажмите Escape. Так создалась линия. Под командной строкой есть вкладки. Сейчас мы находимся во вкладке «Модель», где создаем все построения. Для подготовки к печати используется вкладка «Лист». Это как виртуальный лист бумаги для печати ваших чертежей. Внизу справа расположена строка состояния, где можно включать и отключать различные режимы, например, отображение сетки. Когда кнопка синяя, режим включен, когда серая, отключен. Просто щелкните по ней левой кнопкой мыши, чтобы переключаться. В следующем видео я расскажу,
какие режимы нужны для работы и как их активировать.